Всем привет! Сегодня речь пойдет вот о таких вот самодельных струбцинах для склейки столярных соединений. Струбцины были изготовлены, вот эти вот, сделал 4 штуки пока, были изготовлены, чтобы склеивать каркас тумбочек, шкафов, каркасы длиной до метра, по-моему, тут у меня. Вот. Ну, мне хватает, в принципе. Может быть, не совсем простая конструкция их, но они очень удобные. Ну, во-первых, они металлические, это видно, да. Струбцины изготавливались из профилей. Профиль 20 на 40. Далее. Можно, кстати, сделать длинные, то есть, чтобы увеличить расстояние, то есть берется просто такой же профиль, хоть 5 метров. Делаются отверстия в нем, чтобы вот эти вот салазки катались, зажимы, и все, и можно хоть 5-метровую длину склеивать. Вот, значит, зажимающие части, которые ездят по этому профилю, был также куплен большего размера профиль. Он немножко не подходил, приварил сюда вот к этим профилям. Также сделал усиливающие тут такие вот уголочки, тоже все обварил. Что мне нравится, у этих струбцин есть два уровня, то есть не посередине, то есть вот так вот стоит в одном месте и все, а я сделал двухуровневый подъем зажимов, чтобы склеивать узкие и широкие торцы. Сейчас покажу. Тут приварены две гайки, вот, тут приварены две гайки. Просто приваренные вот к этому уголку. Ну, тут отверстие просверлено, это понятно. Некоторые детали были заказаны у токаря, а именно вот эти вот вращающиеся шпильки, зажимы, и вот эти вот упорные Т-образные шайбы, шляпки. Вот. Все отлично ездит. Ну и отверстия вот эти вот на профиле, соответственно, сверлятся вот с этой вот уже... Вот с этим вот уже зажимом, то есть двигается зажим, то есть я сделал, сейчас я даже скажу точно через сколько, через 40 миллиметров каждое отверстие, то есть двигаешь, сверлишь, стопорится на нужную длину. То есть смотрите, сейчас у нас стоит в нижней части струбцина, чтобы склеивать заготовки на узких торцах, то есть подгоняем длину. Сейчас вам покажу. Вот, ставим, ну допустим так, да. Тут поджимаем, вот, доводим руками и все, и потом все это дожимаем. Усилие зажима довольно сильное, до характерного треска заготовок. Вот, то есть вполне хватает. Все это выглядит. Единственное, что можно доделать, это вот эти вот части, в которые упираются заготовка, их сделать пошире. То есть либо приварить вот такие планки поперечные, вот, либо вы изначально как-то, может, шире сделаете. Вот, если надо склеить широкий торец, то есть подгоняем также салазки, длину, все, и тут уже либо перекручиваем наверх, либо берем другую струбцину, и все, то есть у нас получается посередине зажимается, никуда это, то есть ни влево, ни вправо не уходит, то есть отлично. Если мы вот такой бы широкий торец зажимали тут, зажим бы начал давить вниз, заготовка поползла бы вот сюда, вот наверх, назад. Также вот в этих струбцинах я клею мебельные щиты, то есть довольно нормально все зажимает. Конечно, тут используют лучше ваймы с таким механизмом, что когда идет зажим, вот, они как бы сами себя сжимают. Вот эти части, вот эти вот торцы, да,
И сверху тут такие, ну, знаете, вот такие вот еще сделаны поперечины. Они еще между собой сжимают, чтобы у нас сами заготовки вот так не ходили. Ну, это можно избежать, приноровиться, либо здесь какие-то поперечные заготовки еще класть и стягивать их просто бесразжимными струбцинами, либо внутри там какие-то сделать шканты или что-то еще. Вот, сейчас покажу, как щит сжимается. Все шпильки переставляются на нижний уровень и ставятся заготовки и клеится все. Ставится и вот так вот сжимается. Все, ничего никуда не уезжает. Все отлично сжимается. Вот единственное, покороче можно вот этот вот рычажок сделать. Но это все дорабатывается, опять же, потому что струбцины, это я сам придумал механизм, взято из головы, то есть еще не отработано. То есть вот и вот эти вот можно покороче сделать, чтобы они, когда близкие зажимы происходят, чтобы они друг другу не мешали. Все, они вот даже вот таких коротеньких хватит вполне. Таких вот все вставил, чтобы никуда не денется. Ну, если можно гаечку, можно тут отверстие, можно тут нарезать резьбу, еще закручивать гаечку, чтобы когда переворачиваешь струбцины на бок, они не вылетали. То есть бывает вылетают, да. Склейка щита вот как-то вот так приблизительно выглядит. То есть поджата планкой, чтобы они равномерно зажимались. Вот, с одной стороны планочка и с другой стороны планочка. Вот, но большие очень щиты я не клеил. То есть удобно. Какие-то полки в шкафы, столешницы какие-то. Вот. Для чего вот эти вот сделаны упорные шайбы, я думаю, понятно, да, что когда закручиваешь упор вот этот вот, заготовка не уезжала, чтобы она нормально вот так полтиком поджимается, чтобы не улетела. Вот все, он там в канавке ходит. То есть когда закручиваешь шпильки, вот эти вот шайбы упорные стоят на месте, все, и заготовка не прокручивается. Иногда бывает, иногда, но редко, когда очень сильно зажимаешь. Но для этого можно просто вот эту вот часть шлифануть. И вон там тоже внутри, в упоре. Побольше шлифануть ее, и все, и будет окей. Ну, я так сильно не зажимаю. Ну и все на сегодня. Все, что хотел, рассказал. Надеюсь, видео кому-то было полезным. Кто-то, может быть, как идею очередную просмотрит. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду по возможности снимать интересные видосики по столярке. Все, ребят, всем счастливо. Пока. Соблюдайте технику безопасности.